Символ Левичевит– это специальный математический объект, который используется в различных отраслях, областях математики и физики и имеет различные наименования, вот здесь представленные. Формальное определение этого символа обозначается буквой вот это эпсилон с индексом ЕЖК, и этот индекс равняется либо плюс единица, либо минус единица, либо 0. При этом плюс единица, если вот индексы, указанные в его обозначении, образуют четную перестановку от последовательности 1, 2, 3. Минус единица, если образуют нечетную перестановку от 1, 2, 3. И 0, если хотя бы два индекса одинаковые. Но при этом тут имеется в виду в конкретно этом определении, что вот этот индекс, символ Левичевита, эти индексы его принимают значение 1, возможные значения 1, 2, 3. Аналогичное выражение можно переписать с учетом просто, где явно указаны индексы у этого символа, чему он равен для вот различных значений, наборов этих индексов. Ну, напомню, что векторное произведение называется вектор, равный по величине произведения модулей на синус угла между ними и направленный перпендикулярно плоскости векторов сомножителей в ту сторону, откуда поворот от первого сомножителя ко второму на меньший угол виден против хода часовой стрелки. Ну вот, спрашивается, насколько удобно это определение. Значит, имеется в виду, что эти два вектора лежат в какой-то плоскости, и тогда значок вот этого векторного произведения в квадратных скобках а умножить на b – это вектор, который лежит по направлению ортогонали на этой плоскости, при условии, если вы первый вектор поворачиваете ко второму на угол, меньший угол, против хода часовой стрелки. Ну, много различных вот этих условий нужно выполнить для того, чтобы в явном виде записать направление этого вектора, векторного произведения. Пусть вот эта плоскость, в которой лежат эти два вектора, ну а два вектора всегда образуют плоскость, эта плоскость будет плоскость XY в системе Декартовой системе координат. И рассмотрим все то же самое на примере единичных векторов Декартовой системы координат. Тогда, например, векторное произведение вектора И1, а это единичный вектор направления оси Х, на вектор, умноженный векторно на вектор И2, это единичный вектор направления оси Y, то вот видно, что если смотреть с положительного направления оси Z, то поворот на угол 90 градусов как раз дает направление, связанное с единичным вектором, который называется по оси Z, ну, который равняется тут E3 или еще он обозначается буквой К. Это стандартные обозначения, которые могут быть использованы для единичных векторов. Значит, понятно, что если, например, речь идет о произведении, векторном произведении E2 на E1, то это будет вектор, противоположный положительному направлению оси Z. По той простой причине, что если смотреть со стороны положительного направления оси Z, ну в данном случае наблюдатель А, то он будет видеть, что поворот вот этого вектора E2 к E1 осуществляется по часовой стрелке. То есть такое направление не подходит для этого определения векторного произведения. А вот наблюдатель второй, который находится под этой плоскостью, будет видеть, что вектор E2 при перемещении к вектору E1 на меньший угол как раз осуществляется этот поворот против часовой стрелки. И в этом смысле определяется и сохраняется вот это вот определение, которое представлено тут выше для векторного произведения. Ну вот можно в явном виде пронаблюдать, как связаны символы Левичевита с единичными векторами Декартовой системы координат. То же самое, что сейчас уже было показано, что вот векторное произведение E1 на E2 – это поворот от вектора E1, вот как указана стрелка к вектору E2, поэтому
это векторное произведение есть вектор, совпадающий с осью z. Ну, уже вот аналогично e2 умножить на e3, это тогда нужно будет вот поворачивать вот таким вот образом, так, e2 к e3. Значит, это будет совпадать с единичным вектором по оси x. Ну, векторное произведение e3 на e1, значит, это будет плоскость как раз вот это вот xz, то есть e3 к e1. Это вот такой вот поворот. Ну, значит, соответственно, это будет давать вектор ортогональной плоскости xz. И вот из положительного направления оси y это будет видно против часовой стрелки. Значит, это вектор e2. Ну, обратные произведения уже, очевидно, так сказать, можно рассмотреть. Они будут давать понятные значения с производным знаком, эти единичные векторы. Учитывая, что, конечно, мы имеем в виду, когда говорим о единичных векторах, что их скалярное произведение векторов самих на себя – это единицы. И скалярное произведение противоположных векторов друг на друга – это 0. Ну, то есть вот тут стоит символ Кроникера. Аналогично, конечно, векторное произведение самого на себя – это есть 0 единичного вектора. Так вот, вот эти все соотношения легко объединить с использованием вот этого символа Левича-Вита. Вот таким вот образом. То есть вместо всего вот этого набора мы можем написать вот так, как тут представлено. И это и прямо прямое использование символа Левича-Вита. Конечно, из этого соотношения можно установить, что сам этот символ Левича-Вита выражается через смешанное произведение. Ну, если умножить на единичный вектор какой-то, EM, например, с левой и с правой стороны, то как раз получится вот то, что здесь останется, что единичное смешанное произведение этих векторов, это есть как раз этот объект, который мы вводим как символ Левича-Вита. Ну, это определение векторного произведения прямое и обратное, вот отличается знаком минус друг от друга, так? Но это что означает? Это означает, что с учетом вот этого соотношения, о том, что эти единичные векторы образуют такое общее правило, значит, разлагая каждый из этих векторов в векторном произведении по базисным векторам системы координат и подставляя вот вместо этого выражения, значит, вектор символ Левича-Вита, видно, что это определение позволяет дать определение векторного произведения в виде матрицы размерности 3 на 3 следующего образа. Ну вот в случае, если, скажем, эти векторы лежали в плоскости XY, то понятно, что это будет вектор, направленный в положительном направлении оси Z, компоненты которого будут равны следующим образом, потому что компоненты этих векторов на ось Z были равны нулю в свое время. Последнее замечание, которое можно сделать, это что символ Левича-Вита вообще инвариантен при вращении системы координат. Значит, так, если воспользоваться вот любым из этих определений, ну, например, вот этим смешанным произведением для этой характеристики символа Левича-Виты, значит, тогда на основании известных формул, позволяющих преобразовать единичные векторы от одной системы координат к другой, как уже было ранее показано, ну вот, например, этот единичный вектор преобразуется вот этой матрицей преобразования, матрицей вращения таким вот образом. Ну и по отношению к каждым векторам то же самое можно написать к трем этим векторам. Поэтому то, что здесь вот есть, это будет символ Левича-Вита в исходной, в лабораторной системе координат, а вот он в повернутой системе координат. Можно прямо в явном виде написать, как будет выглядеть символ Левича-Вита в повернутой системе координат на основании вот этой общей формулы, вычисляя вот это вот суммирование тройное, которое здесь представлено. Но в явном виде, если здесь это все вот выписать, то видно, выражения в скобках стоящие равны нулю. Ну почему? Потому что вот этот E1, 2, 3 равняется минус E1, 3, 2 и так далее. То есть в сумме это будет 0, потому что здесь стоят компоненты матрицы преобразования одинаковые, аналогично по отношению к другим компонентам.
Значит, из-за вот этих соотношений, которые здесь приведены, все это выражение равняется нулю. Как и должно быть, если вектор, если компоненты этого тензора Левича-Вита хотя бы пара одинакова, тут вообще все три одинаковые индексы, то, конечно, сам этот символ равен нулю. Ну вот аналогично, конечно, все выводится и для произвольных случаев. Ну и, например, вот ну, такой важный элемент, когда вычисляется нормальный, равный единице этот символ Левича-Вита из этого определения. Значит, у нас понятно, что просто это определение дает определитель вот этого матрицы поворота, про которую уже вам все известно, что это величина равная единице. Ну, для справки, вот тут несколько формул для использования приведены, если кому-то это потребуется когда-то прямо применять, использовать этот символ. Может, вот эти соотношения, они в основном очень полезны при проведении каких-то векторных преобразований. Вот определитель, матрица. Ну и как заключение можно сказать, что символ от Левича-Вита такой удобный математический объект, ну на самом деле это тензор для векторного анализа, для электродинамики, для тензорного анализа, для теории поля, специальной теории относительности и ряда других математических и физических приложений. Ну вот в этом смысле его надо хорошо представлять.